Настоящий мир азартных игр. Казино, блеск, веселье и крупные выигрыши. Вот он мир, который знаком нам из голливудских фильмов. И символ всего этого – Лас-Вегас. Это Ян Буян, и мое большое путешествие по Америке продолжается. Азарт, разврат и вечный праздник. То есть, серьезно, так вот распыляли доллары? Вот так вот, прям пушки настоящих долларов. Столица блеска, шика и гламура. Почему в Лас-Вегасе и глазом не моргнешь, как окажешься за покерным столом? Одна из уловок владельцев казино – тут вы никогда не увидите часов. И как еще тут опустошают карманы? Где выход из этого здания? Когда в Лас-Вегасе громко смеются, а когда горько плачут? И когда они проиграли, я начала плакать. Что это? Город, где исполняются мечты, или просто детская площадка для взрослых? Огромная декорация голливудская. И возможно ли приехать сюда ни с чем, а уехать миллионером? В ближайшие полчаса вся правда о Вегасе. Об этом городе, кажется, знают все, как о порочном, грешном и азартном. Лас-Вегас – это рай казино и игровых автоматов. Ну или просто рай для всех, кто не любит холод. Говорят, что ехать в Лас-Вегас нужно весной или осенью. В это время здесь солнечно и тепло. Ну, например, как сейчас. Зимой тут тоже хорошо, средняя температура держится на уровне 15 градусов. А вот Вегас летом – это еще то испытание. Жарища под 40, и не надейтесь на прохладу. Турпоток сюда бешеный. При этом Лас-Вегас – один из немногих городов мира, где люди получают удовольствие от отпуска неделями, не выходя из отеля. Ну, разве что сделать пару фото на память выбираются. Если вы будете в Лас-Вегасе и захотите сфотографироваться с этой табличкой, то советую приезжать рано утром, допустим, как сейчас, в 9 часов утра, потому что днем и вечером здесь просто огромнейшие очереди. Вегас – это бесконечные конгресс-центры, концертные залы и места, где можно с легкостью связать себя узами брака. Вот такой он, американский кич. Еще одна особенность Лас-Вегаса. В городе грехов можно подать заявление в местный ЗАГС и оформить брак всего за один день. Так что молодые супруги, которые уж очень нетерпеливы, стремятся пожениться именно здесь. И да, свадебная индустрия тут работает на всю катушку. Свадебные церкви есть даже в казино. Итак, Джой, согласна ли ты взять этого мужчину? Законные мужья. В штате Невада, где находится Вегас, для заключения брака нужен только паспорт. Или любое другое удостоверение, если вы американец. Разрешение выдают сразу. При этом, если у жениха и невесты гражданство США, не играет никакой роли. Но я приехала сюда не выходить замуж, а выяснить, как устроена эта махина под названием «игровая индустрия». И начнем, пожалуй, с истоков. Лозунг казино Golden Gate гласит: «Все, что происходит в Вегасе, началось здесь». А все потому, что это самое первое казино в городе грехов. Здесь такая интересная атмосфера, не так много людей. Ну, какая-то вот душевность есть, играет громко музыка, прям какое-то веселье. И то, что казино оформлено в историческом стиле, все из дерева, это создает, знаете, такой лакшери-уют, хотя видно, что все немножечко здесь подустало. Фрэнк Синатра, Сэмми Дэвис, Джуниор пили здесь. Исторический бар.
Голден Гейт лишь на год моложе самого города, а Лас-Вегас был основан еще в 1905 году. Правда, долгое время считался просто крупной железнодорожной станцией. К слову, сегодня тут нет ЖД-сообщения с остальной страной. Существует миф, что начало городу положил мафиози Бакси Сигел, один из самых жестоких бандитов в истории страны. Отчасти это правда, но проект Сигела, отель-казино «Фламинго», в этих местах был не первым. Хотя бандиты существенно подтолкнули развитие Вегаса. Прямо возле казино Голден Гейт находится крытая пешеходная улица Фримонт-стрит, которая просто сверкает неоновыми вывесками. Здесь находятся круглосуточные магазины, бары и просто царит идеальная атмосфера для развлечения. Но не утром и не днем, а вечером. Исторический центр Лас-Вегаса – это улица Фримонт. Именно на ней все самые старые отели и казино. Что мне здесь нравится, так это потолок. Это что-то невероятное. Он идет по всей улице и постоянно переливается то реклама, то какие-то фишки летают, карты летают. Ну, прям это здорово сделано. В конце 20 века Фримонт-стрит стала полностью пешеходной, а с появлением Стрипа, чьи отели расположены намного ближе к аэропорту, отошла на второй план. Конечно, даунтаун отличается от основной улицы Стрип и в первую очередь людьми. Видно, что здесь контингент немножечко другой, чем, допустим, в Беладжо, да, наверное, не хочу сказать слово победнее, но попроще, скажем так. И плюс здесь очень много попрошаек, все стоят с плакатами. Странное ощущение, очень большой контраст. По шумному Стрипу мы еще обязательно прогуляемся. А пока давайте насладимся спокойствием и тишиной. А вообще сам Лас-Вегас вот такой, обычный американский город, а не то, что мы привыкли представлять себе в голове, когда слышим это название. По сути, вот эта вот вся сверкающая атмосфера – это всего одна улица. Просто гулять по улицам Вегаса – это, конечно, круто, но сверкающие витрины так и провоцируют потратить лишнюю сотню. Могу себе позволить, благодаря потребительскому кредиту от Сбера. Как еще недавно брала кредит я. Кипу бумаг, поиск поручителей, какие-то бесконечные справки. И что уж там лукавить, иногда велась на рекламу с откровенно заниженной, чем есть на самом деле ставкой. Но теперь-то я знаю, кредит это очевидно выгодно, если, конечно, брать его в Сбере. Тут все четко и прозрачно, и максимально быстро. Не нужно стоять в очередях, заполнять длинную заявку, где миллион полей. Оформляем прямо в приложении банка, и на одобрение всего 2 минуты. А чтобы убедиться, что нужную сумму точно одобрят, можно воспользоваться сервисом «Кредитный потенциал». Он бесплатно покажет максимально возможную сумму всех доступных кредитов, персональную ставку и ежемесячный платеж. К слову, потребительский кредит от Сбера – самый популярный кредит в России. Его выбирают все больше людей, а значит все надежно и выгодно. Теперь и я тоже. В одном из казино даунтауна работает моя новая знакомая. И, возможно, она поможет мне пролить свет на темную сторону игорного бизнеса. Знакомьтесь, это Кристина. Кристина работает в Лас-Вегасе крупье. Кристина, как ты устроилась на эту работу? 3 года назад я пошла учиться в школу для дилеров. Дилеры это называют здесь крупье. Около 1,5 месяца я выучила одну игру и пошла работать в даунтаун. Меня туда взяли, в принципе, с легкостью. Тут может любой выучиться одну игру, и ты можешь легко устроиться на дилера.
Казино Лас-Вегаса – это, конечно, деньги. Много денег. Должно быть и зарплаты у крупье достойные. День без чаевых. Около $100, плюс-минус. Смотря в каком, конечно, казино ты работаешь и сколько у тебя почасовая зарплата, потому что здесь за каждый час тебе платят зарплату. Сколько часов ты отработаешь, столько часов тебе и заплатят. И сколько в час выходит? Минимум 9, максимум 15. А как по поводу чаевых? Это получается основной заработок? Да, здесь ты зарабатываешь чаевыми, а не часовыми. Часовые – это просто такой бонус, знаешь, себе. А вот в основном вся твоя зарплата состоит из чаевых. Понятно. Какое максимальное количество чаевых получал? 2000 за неделю. Кристина – очевидец того, как люди в один миг теряли все. Но есть и случаи, когда кто-то из игроков оказывался на высоте. Миллионером уходили хоть раз? Да. Вот расскажи об этой истории. Это, кстати, было относительно недавно, и об этом писали все здесь местные новости. О том, что именно у нас в казино пришел человек, разменял где-то около $500. Это ничего, в принципе, для казино. И выиграл $1 миллион, просто играя на сайбетах. Сайбет – это дополнительные опции в определенной игре. А чаевые оставил? Конечно, 25 тысяч. Впрочем, таких историй по пальцам пересчитать. Как правило, все оказывается куда плачевнее. И мне иногда очень так жалко этих людей. Я когда только начала работать, у меня была такая история. Ко мне пришли люди с ограниченными возможностями на колясках играть. Их было 3 человека. И сели ко мне за стол, и они проигрывают, и проигрывают, и проигрывают. И я не имею права сказать, что пересядьте за другой стол, идите к другому дилеру. И когда они проиграли, у меня прям слезы покатились по моему лицу. Я начала плакать, они так на меня смотрят, не поймут, что происходит. Говорит, что происходит, почему ты плачешь? Я говорю, мне так жалко, что вы проигрываете. Они говорят, У тебя сейчас слезы на глазах. Глядя на Кристину, сразу понимаешь, она всегда играет по-честному. Но что насчет самих владельцев казино? Пикантный вопрос. Используют ли казино, либо крупье какие-нибудь хитрости, чтобы обыграть клиента? Нет. Это все чисто, все прозрачно. Ты никак никому не обыграешь. Даже мы можем помогать нашим игрокам. Например, если это блэкджек, да, мы можем помогать, когда нужно брать карту, когда лучше остановиться и вот пропустить. Об уловках, которые применяют в казино, чтобы обобрать игрока до нитки, мы еще поговорим. А пока спросим у Кристины, как она сама относится к азартным играм. А ты сама играешь? Нет. Пробовала пару раз, проиграла и после этого не играю. Никогда не играешь? Нет. Зачем? Я играю каждый день. Просто я никогда не проигрываю. Лас-Вегас – это не только город-казино, это город-шоу. Концерты мировых звезд за деньги, что-то попроще – бесплатно. Вот и Наталью Вегас привлек не блэкджеком и однорукими бандитами, а ежедневными представлениями. Вот рядом с Трампом недалеко у него есть отель, стоит там очень много-много бассейнов, и туда приезжают часто диджеи, и летом там было очень круто, ты приходишь, и там вечеринка, там прям вот так вот доллары летали, когда диджей летал. Я решила проверить, я взяла себе несколько долларов, я же русский человек. То есть серьезно, так вот распыляли доллары? Вот так вот, прям пушки, настоящих долларов. По $1. Да. Я подумала, что для шоу очень будет классно, эффектно. В России тоже на каком-нибудь мероприятии. У Натальи свое агентство праздников в Москве, и сюда она приезжает из профессионального интереса, за идеями и вдохновением. Хотя и в казино нет-нет, да заглядывает. На день рождения мне подружка подарила $200. Ну, когда я только первый день приехала, мы поехали с подружкой в казино, я играла. Потом на день рождения мне подарили $200. И, в принципе, каждый раз, когда прохожу в казино или приезжают друзья, у меня есть лимит небольшой. Я ставлю себе сумму, которую я разрешаю себе проиграть, или в пределах которой я могу, я не расстроюсь, если она от меня исчезнет. Но все эти небольшие подарки фортуны, говорит Наталья, начало обидных проигрышей. Так устроен этот город. Они вначале
делают очень много таких приятных моментов, ходишь, тебе там приятно, хорошо. И вначале в казино, как я заметила, по крайней мере в игровых автоматах, ты 1 или 2 раза выигрываешь. Тебе как будто подсаживают на тот момент, ты выигрываешь, от радости выигрыша ты проигрываешь еще больше. Лас-Вегас-Стрип – сердце города, самая центральная улица, длина которой примерно 7 километров. Все самые роскошные отели и знаменитые казино именно здесь. Копия Эйфелевой башни, огромная пирамида из черного стекла, сфинкс, Бруклинский мост. Фантазии архитекторов, которые работали тут, можно только позавидовать. Не сходя с основной улицы Лас-Вегаса, можно путешествовать. Если вы соскучились по Нью-Йорку, вот вам, пожалуйста. А еще можно оказаться в Египте и сделать фотографию напротив сфинкса и пирамиды. Меня такая ностальгия сейчас накрыла, потому что именно такие же статуи я видела в Луксоре. Ну а кто еще не видел мое видео про Египет, обязательно его посмотрите. Вот ссылка. Кто там? Кто там? Да никто! В Египте, конечно, другие статуи. Эти полые. Пим! Или можно поплавать в Венеции на гондоле. И независимо, какая погода на улице и какое время суток, в Венеции всегда светит солнце и плывут облака. Я не спорю, гулять по стрипу днем интересно, но гораздо эффектнее он выглядит вечером. Ну вот, совсем другое дело. She's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. She's a lady. Oh, 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 she's a lady. And the lady is mine. Практически все отели на бульваре Стрип в Лас-Вегасе выглядят как произведение искусства. По ним можно бродить бесконечно, разглядывая невообразимые интерьеры. В некоторых даже есть настоящий музей. И каждый крупный отель на улице Стрип уникален. Back in Tupelo in 1935, baby boy who rocked the world, who rhythm came alive. Here comes the king, stand aside. Here comes the king, here comes the king. Светящиеся вывески – это фишка города. На каждом столбе фонарики, диоды, неоны. И мигают они всю ночь напролет. Смотри, что-то сейчас будет твориться, что-то невероятное. Смотри, быстрее, быстрее! Ну что ж, я хотела подойти к центральному входу, куда подъезжали друзья из мальчишника в Вегасе, но он закрыт на ремонт. Цезарь Пэлас – одно из самых известных казино в Лас-Вегасе. Здание построено в древнеримском стиле. Посмотрим, какое оно изнутри. Как же они умеют строить масштабно. Можно еще вопрос? Конечно.
Вам его уже задавали. Это же не настоящий дворец Цезаря. А здесь Цезарь и правда жил? Ну, нет. Я так и думал. Caesar Palace или дворец Цезарей – это почти 4000 гостиничных номеров. Именно тут практически прописались Селин Дион и Элтон Джон. Концерты дают по очереди. Вообще казино стараются привлечь клиентов кто во что гораст. Оно и понятно. Чем ярче вывески, тем больше игроков у автоматов или за игровым столом. Для своих гостей Белладжио всегда оформляет холл. Декорации меняются от сезона к сезону, но это всегда просто невероятно красиво. Вы только посмотрите, это же настоящая сказка. Это действительно очень красиво. Эта музыка, она создает просто волшебную атмосферу. И попасть сюда может абсолютно любой человек, проходящий мимо. Виталий как-то тоже прошел мимо игрового бизнеса. Открывал вместе с компаньонами казино в Москве и в одном из иракских городов. Не пошло. Зато теперь знает все тонкости такой индустрии. В основном, в конечном итоге, люди проигрывают. В основном, вот если взять абстрактный компьютер казино, они записывают за всеми игроками выигрыши и проигрыши. И если вы посмотрите одного человека в 20 лет, вот возьмете таблицу целую, допустим, будет 1000 человек. И только 3 человека в конечном итоге выиграли за 20 лет у казино, все остальные проиграли. Теория вероятности, и казино всегда выигрывает, это классика. Сам он тоже старается не играть, зато прямо на его глазах одни богатели, речь, конечно, о казино, а другие прощались с большими суммами. И это были игроки. Есть такой Левон Арапетян, он был акционером Башнефти из России. Он сразу покупал фишек на $1 000 000 и играл. Играл 10-20 лет, всегда проигрывал. Всегда. В конечном итоге к вечеру он проиграл. На следующие сутки он проиграл. Мы с ним приятельствовали, и он мог сидеть 24 часа играть, 42 часа играть. То есть ему подносили еду, он играл и не спал. Играл на адреналине и не спал. Но в конечном итоге минус миллион, минус миллион, минус миллион, минус миллион. Вы представляете, вот это в автомате ставка $500. Вы засовываете туда столько денег, нажимаете одну кнопочку и все. А у этого автомата вообще $1000. Жесть! Виталий приводит официальную городскую статистику, которая лишний раз подтверждает: разбогатеть в Лас-Вегасе, играя в казино, вряд ли можно. 50 миллионов туристов, и, как считает мэрия, по данным мэрии, каждый человек в среднем, кто-то оставляет $1 000 000, кто-то 10, кто-то $100. В среднем человек, приезжающий в Лас-Вегас, составляет здесь $30 000 на круг, на 50 миллионов. Вот такой оборот города. Но есть и такие туристы, которых тут точно не ждут. Математики и люди, которых не пускают сюда. Там есть семья математиков, я сейчас не помню, как их имя. Они выигрывали, но им запрещено в казино ходить. Но опять же, это десятки людей. Это не тысячи людей, которые там обыгрывают казино. Эта история произошла в 90-х. Математик Семен Дукач, еще будучи студентом, обыгрывал казино Лас-Вегаса в блэкджек. Он создал самую успешную в истории команду, которая за несколько лет заработала таким образом $4 миллиона. Эта история заинтересовала даже Голливуд. Так и появился фильм «21». Кевин Спейси в главной роли. 10 000. Меняю 10 000. Ужас. Сладкий. Это похоже на фантастику, но нам удалось связаться с прототипом главного героя и пообщаться с ним по видеосвязи. Как говорится, ловите эксклюзив. Мы действительно обыгрывали казино в среднем статистически, используя какую-то элементарную математику и очень много просто занятий, практики,
внимательной работе такой, аккуратной. Тогда Семена и его команду выгоняли из казино, арестовывали в аэропортах, принимая за преступников из-за большого количества наличных, угрожали расправой. Но математика оказалась сильнее экономического расчета. Что-то выигрывают, и даже некоторые из тех людей, с кем я играл, продолжают это делать даже сегодня. То есть это остается возможным. Но я думаю, там опять это вот миф, что можно так быстро легко разбогатеть, это, конечно, очень сложно. Это требует больших усилий, знаний, навыков. Конечно, я не могу порекомендовать это как метод зарабатывания. Сегодня Семен Дукач живет в Далласе, и он инвестор. Как вам такой жизненный опыт, профессор? Надеюсь, мне удалось поразить вас? На первый взгляд кажется, что здесь все близко, и от одного казино до другого можно добраться легко и просто. Но на самом деле это не так. Казино до такой степени гигантские, что дорога может занять не 1 час. Поэтому лучше всего пользоваться монорельсами. Есть бесплатные монорельсы, которые ходят, допустим, от Беладжи до Арии, а есть платный монорельс, который проходит вдоль всей улицы. И цена одной поездки $5. Можно взять на 2 дня, на 3 дня и на 4 дня. И катайся сколько тебе угодно. К слову, Вегас в сравнении с тем же Лос-Анджелесом или Нью-Йорком город совсем недорогой. Да и зачем взвинчивать цены на проезд или продукты, когда многие приезжие все равно оставляют тут все свои деньги? В Лас-Вегасе около 100 казино, а игровых залов тысячи. И каждый из них с удовольствием и улыбкой примет в объятия всех, кто желает испытать удачу. Минимальные ставки совсем небольшие, доступны каждому. Но главное вовремя остановиться. И вот они, обещанные обманки владельцев таких заведений. Скорее всего, большинство игроков их совсем не замечает. Одна из уловок владельцев казино – тут вы никогда не увидите часов. Это сделано для того, чтобы игроки не отвлекались на время и провели тут как можно больше времени. Несмотря на то, что у каждого есть мобильники, говорят, эта тактика все еще работает. Окон в казино нет по той же причине, ведь так сложно разобрать, день сейчас или ночь. А еще в казино любят угощать вином. Но бесплатный алкоголь – это четкая стратегия, ведь подвыпивший клиент теряет бдительность. Ну что ж, пора и мне испытать удачу. У меня есть $14, которые я готова потратить. Надеюсь, с Зевсом мне повезет. Ну, в принципе, с $14 поднять до 300 – это не так плохо, но это редкость. Ставка сыграла, и из $14 я выиграла целых 300. Уверена, следующая попытка будет не такой успешной. Так что, как мне и советовали, пожалуй, на этом и остановлюсь. А как вы относитесь к казино и азартным играм? Давайте представим ситуацию. Вы выиграли $1000. Что вы будете делать? Заберете деньги или продолжите играть? Напишите в комментариях, мне действительно интересно ваше мнение. А может быть, у вас есть свои какие-то истории? Единственный способ уехать из Лас-Вегаса с деньгами – вовремя остановиться. Главное правило – выиграл – уходи. Правда, сделать это не так-то просто. И дело не в азарте. Белдеск, Вэлет, Убер, лобби-бар, гифт-шоп. Блин, ну почему просто не написать «выход»? Я уже хожу здесь минут 10. Где выход из этого здания? Хочется сказать, как в нашем старом добром русском фильме. А кто так строит? Кто так строит? Кто так строит, а? И это еще одна уловка казино, которые все как один похожи на лабиринты. Вы теряетесь, потому что так оно и задумано. А потом садитесь на стул у автомата или стола с блэкджеком и продолжаете тратить деньги. Умно, не правда ли? Туда. И тут ничего про выход. Мне кажется, я не одна ищу его. Хоть бы одна табличка была, что выход там улица Стрип в той стороне. Нет.
Кассир, реструм или еще куда-нибудь, бар какой-нибудь. Надо кого-нибудь спросить, я не знаю. Мне кажется, я вижу выход. Просто самый невзрачный и неприметный. Но я его вижу, это уже хорошо. О, да. Глоток свежего воздуха. О! Я сделала это. Шопинг в Лас-Вегасе не самая главная причина поездки в город грехов. Тем не менее, на Стрипе, основной развлекательной улице Вегаса, миллион способов потратить деньги. Хотя такие детские товары тут вряд ли в ходу. Куда охотнее гости Вегаса покупают спиртное. Лас-Вегас употребляет алкоголь круглые сутки. Это единственное место штата, где можно встретить на улице толпы людей, употребляющих спиртное. А еще здесь просто мега популярны вот такие вот напитки. Это замороженный коктейль, где можно смешать просто разные вкусы и добавлять любой крепкий алкоголь. И здесь просто все с ним ходят. К слову, алкоголь в Лас-Вегасе можно купить даже там, где, казалось бы, должны отпускать только лекарства. Но на самом деле американская аптека представляет собой обычный супермаркет. И здесь можно купить продукты, напитки, лекарства. Можно сделать даже ПЦР-тест или вколоть себе вакцину. А после получить порцию эндорфина где-нибудь на каруселях. Один из самых знаменитых аттракционов в Лас-Вегасе – это колесо обозрения. Но я просто не могу на него не пойти. Даже издалека колесо кажется гигантским, а когда находишься рядом с ним, вы просто посмотрите на эти гигантские, просто громадные кабины. Я такие еще ни разу не видела. Пойдем покатаемся. В общем, главное вовремя опомниться, чтобы этот город грехов не закрутил тебя в своем вихре пороков. Но хотя бы один раз Лас-Вегас стоит посетить. Как минимум, чтобы понять, что это за черт такой, о котором говорят во всем мире. Как бы вы охарактеризовали Лас-Вегас? Огромная декорация голливудская. Всю такую пластиковую. Ну, такой, когда ты долго на это смотришь, присматриваешься, да? Когда ты смотришь на эту точку, здесь неровно, здесь. В общем, красиво. Ну, а если присмотреться в детали, в мебель, там, в это дешево, это дешево, это Китай, это Китай. Все Китай. Все Китай. Какими словами бы ты охарактеризовала Вегас? Ярко, эпатажно и, наверное, финансово выгодно. Финансово выгодно? Город, в котором осуществляются мечты, в первую очередь. Здесь, в принципе, можно жить в достатке, если ты работаешь даже крупье, работая в хорошем казино, ты можешь жить, все себе позволяет, да? Лас-Вегас – это город греха, если честно. Это правда, здесь наркотики, секс, рок-н-ролл, всякие дискотеки, ночные клубы, все что угодно. Здесь можно получить. Город греха, город огней, город неоновых вывесок.
Это далеко не полный перечень имен одного из самых удивительных городов мира. Сюда, словно мотыльки на свет, стремятся миллионы туристов со всего света. И, увы, немало тех, кто вдоволь навеселившись тут уезжает отсюда с ожогами и без гроша за пазухой. Так устроен Вегас. Он богатеет на нашем с вами желании разбогатеть. Это был Ян Боян. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте и жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А мое путешествие по Америке продолжается. Если вы думаете, что путешествие по Америке ограничивается только Соединенными Штатами, то я хочу вас удивить. Ждите следующий выпуск.